Вам уже диагностировали дефицит витамина D? Думаю, что многим уже успели. И специалист, округлив глаза, рассказывал вам, как именно из-за этого дефицита ломаются ногти, сыплются волосы, медленно подкрадывается депрессия, растет кортизол, увеличивается стресс, начинаются репродуктивные расстройства и прочее. Так ли это на самом деле? Давайте разберемся в этом видео и поймем, почему норма, та, что раньше считалась нормой, сейчас считается недостатком витамина D. И вы узнаете страшную правду. Откуда пошло все это мировое оболванивание всей медицинской науки на тему нормы и дефицита этого витамина. Вы узнаете, как динозавры связаны с витамином D, и как информация об этом витамине оправдывала насилие сотен детей. И главное, кто за этим стоит. Много кто из вас сдают анализ на витамин D, и к какому бы врачу вы ни пришли, очень часто будут рекомендации начинать принимать витамин D. Потому что каким-то интересным образом оказалось, что без него все наше здоровье плохое, и его недостаток может быть причиной онкологии, депрессии, проблем с ЖКТ, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с бесплодием, с ранним истощением яичников, нарушением цикла. А еще из-за его дефицита женщина быстро стареет, и болезни лезут, как грибы после дождя. Из каждого утюга я слышу об этом. А что я сам знал про витамин D после университета? Например, то, что витамин D существует в двух формах: холекальциферол D3 и эргокальциферол D2. Они немного отличаются по своему строению, просто D2 немножко медленнее превращается в активные метаболиты в организме. Поэтому, хотя с пищей мы получаем обе формы витамина, врачи обычно назначают пациентам только D3. В коже, кстати, под действием ультрафиолета тоже образуется именно он. Оказавшись внутри организма, витамин D начинает трансформироваться в новые формы. Сначала он отправляется в печень, где под воздействием ферментов печи он становится 25-гидроксихолекальциферолом. Из печени он перемещается в почки, где 1-гидроксилаза превращает витамин D в активное гормоноподобное вещество кальцитриол. И в таком виде бывший витамин может наконец приступать к своим непосредственным обязанностям, то есть начинать регулировать фосфорно-кальциевый обмен. А именно, он увеличивает всасывание ионов кальция и фосфора в тонкой кишке, дальше способствует выведению лишнего кальция из костной ткани и стимулирует всасывание ионов кальция и фосфора в почечных канальцах, чтобы они не выходили вместе с мочой. И еще он имеет большое влияние при остеопорозе у пожилых и недосмотренных, малоподвижных пациентов. Чаще всего у тех, которые имеют те или иные психические расстройства. А еще его назначают детям для профилактики рахита. Вот и все, что я знал про витамин D. Но примерно начиная с 2010-2011 года начинает появляться информация, что дефицит витамина D – это причина почти всех заболеваний. То есть раньше мы про него не знали и как-то жили, как-то рожали, как-то росли, воспитывали детей, и все было хорошо. Но вот в первом десятилетии 21 века из Америки пришла весточка, что, оказывается, есть причина всех болезней и одновременно панацея от них. Это недостаток витамина D, а панацея – его восполнение теми или иными препаратами этого витамина. Как все просто, согласитесь, но что-то здоровых больше не стало, к сожалению. И я, как всегда, начал разбираться. Ну почему же так? Почему так происходит? И знаете что? Правда в том, что в начале 2000-х годов появился такой интересный человек, биохимик,
научный сотрудник разных лабораторий Майкл Холик, который был исследователем этого вещества. И вот в определенный момент в его интересной голове сработала пресловутая американская коммерческая жилка у этого интересного биохимика. Он даже не доктор. Ему пришла в голову мысль, что значимость витамина недооценена обществом, потому что, по его мнению, он участвует не только в обмене кальция и фосфора, но и практически во всех других процессах в нашем интересном организме. А как же так? Ну, естественно, участвует. Нужно же зарабатывать деньги. И в это же время он начал публиковать сотни статей на тему пользы витамина D, о том, что его недостаток влияет на развитие очень многих болезней в организме. А как вы знаете, ложь, повторенная 1000 раз, становится похожей на правду. Это слова Йозефа Геббельса, главного пропагандиста гитлеровской Германии в 40-х годах прошлого века. А еще он сказал, чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа в нее верит. И вот эту ложь подхватили врачи, терапевты, эндокринологи, биологи, гинекологи, натуропаты, интегративные врачи и прочее, прочее, прочее. И научная часть интернета стала заваливаться бесконечными статьями на тему, как витамин D положительно влияет на все процессы в организме. Тысячи статей, тысячи. И вот ложь превратилась в правду. Мало того, именно этот биохимик Холик предположил, что норма витамина D составляет 30 и выше, а не 20 нанограмм на миллилитр, как это было рекомендовано всегда ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. И естественно, если ты редактор научного журнала и один из директоров клинической лаборатории, а еще коммерсант, и нужно повышать продажи, то тебе все можно. В том числе придумывать новые нормы о причинах дефицита там, чего-то там. И смотрите, как интересно. Просто подняв нижнюю границу нормы до 30, автоматически появились сотни миллионов людей, у которых есть недостаток витамина D. Нужно чем-то восполнять. И среднее значение витамина D у здорового человека – это не менее 20. И это нормально. И это раньше, да и сейчас тоже по рекомендациям ВОЗ считается нормой. Но этот интересный гражданин из американской страны, где раньше жили индейцы, доктор Холик всех убедил, что норма – это 30 и выше. И получается, что у тех, у кого до 30, это недостаток. А если ниже, то это и дефицит, который нужно срочно восполнять. Также известно, что он активно работал с лабораториями, которые делают анализ на витамин D. Очень тесно работал, да и сейчас работает с компаниями, которые производят этот препарат и другие БАДы. Одно время он, руководствуясь своим престижем, начал активно рекомендовать загорать пациентам с заболеваниями кожи, дерматологическим пациентам, и настойчиво предлагал покупать домашние солярии для загара. А потом, когда пациенты начали умирать от рака кожи, выяснилось, что у него был контракт с несколькими производителями, которые выпускают эти самые солярии. Маленькое солнце в квартире. Вы спросите, а для чего он так рьяно, почему он так рьяно пропагандирует витамин D? Все очень просто. Он долгое время консультировал и консультирует, как я и говорил, фармкомпании, которые производят витамин D, а также лаборатории, где делают анализы на это вещество. И за это он получил сотни тысяч долларов. Ну, молодец. Умеет зарабатывать на нас с вами. А еще он заявил, что знает, почему вымерли динозавры. По его версии, у динозавров был недостаток витамина D, у них развилось размягчение костей, потом они заболели рахитом и вымерли. Только у людей, которые купились на все это, размягчение не костей, а мозга, то есть критического мышления.
к сожалению. И как вишенка на торте, был такой интересный случай в его карьере, который сейчас умалчивается. К нему обратилась состоятельная пара, которую обвиняли в насилии над ребенком, потому что у их детей периодически появлялись переломы. Он защищал этих людей в суде и объяснял переломы у детей наследственным синдромом слабой соединительной ткани. И знаете что? Он выиграл суд. И эту семейную пару, этих извергов, оправдали. В суде доктор Холик объяснил, что переломы у ребенка – это синдром Эйлерса-Данлоса, при котором соединительная ткань связок и сухожилий становится чрезмерно растяжимой, кости хрупкими, а суставы гипермобильными. По словам биохимика Холика, он сразу понял, в чем дело, как только пожал руку матери ребенка. Ее кости были мягкими, его слова. А поскольку этот синдром наследственный, то с высокой вероятностью мог встретиться и у ребенка. Суд заключил, что родители не виноваты и вернул им ребенка назад. И его дальше стали приглашать в суды очень много состоятельных граждан, которых обвиняли в домашнем насилии над детьми. И он, без всяких анализов и исследований, оправдывал этих тварей, говоря, что у их детей есть страшное наследственное заболевание. К 2018 году он выступил экспертом более чем в 300 дел по всему миру. И почти в каждом из них он объяснял травмы у ребенка синдромом Эйлерса-Данлоса. А в некоторых случаях заболеваниями костей и дефицитом витамина D, который, как ранее выяснил Холик, только усиливает проявление этого синдрома. Я не буду говорить о миллионных гонорарах, которые он получал за соучастие в насилии над детьми. И это продолжалось до тех пор, когда судья обратил внимание на ребенка, у которого была страшная ЧМТ – черепно-мозговая травма. У родителей, которых раньше этот человек, доктор Холик, оправдал. На исследовании никакого заболевания у малыша найдено не было. Эта ситуация получила большую огласку, но быстро замялась. Но его перестали приглашать в суды, где он оправдывал насилие детей, говоря, что у них кости сами ломаются из-за наследственного заболевания. Теперь вы понимаете, что за человек стоял за пропагандой витамина D и стоит сейчас. Если вы вот прямо сегодня пойдете и сдадите анализ на витамин D, то, скорее всего, он будет у вас до 30, 20 плюс-минус. И знаете что? Это считается нормой. И эта норма, как я говорил, существует по сей день. Она рекомендована ВОЗом, Всемирной организацией здравоохранения. Но вам скажут, что у вас недостаток, и нужно пить препарат пожизненно. Вот смотрите, как удачно можно сделать так, чтобы человек до самой смерти покупал этот препарат и обогащал дяди теть. Я соглашусь, витамин D помогает усваивать кальций в ЖКТ. Это его основная задача. Основная задача. И самое главное сейчас поймите, что норма витамина D в организме человека базируется на правилах гомеостаза и автономной регуляции. Проще говоря, организм сам знает, сколько ему нужно. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше, но все всегда упорно возвращается к точке равновесия. А еще эта регуляция витамина D очень зависит от психологического статуса пациента. Находится ли он в неврозе, или она в депрессии, или уже долгое время в каком-то непонятном внутреннем напряжении и стрессе и отсутствии физической нагрузки. Витамин D в организм человека поступает с пищей и синтезируется сам. У этого витамина есть кумулятивный эффект, то есть он способен накапливаться. И каждый день суточная доза взрослому человеку не нужна вообще. Ни в виде таблеток, ни в виде капель. Вообще не нужна. И переизбыток этого
витамина очень опасен. Он накапливается в организме и становится токсичен и влияет на работу, негативно влияет на работу всех органов и систем. Понимаете, этим витамином можно себя так накормить, что будет переизбыток, а это чревато почечной недостаточностью, образованию камней в почках, в желчном пузыре, постоянными отеками и тем, что очень сложно вставать утром и жить весь день. Кому из взрослых я бы рекомендовал сделать анализ на витамин D и кому действительно нужно принимать его на самом деле. В первую очередь это люди с малоподвижным образом жизни старше 60 лет, с ожирением, беременным, а также тем, кто имеет какие-либо хронические заболевания. Вот и все. А вот что касается того, влияет ли это интересное вещество на развитие всех болезней, то здесь нет вообще никаких доказательств. Многие после приема этого витамина говорят, что им стало лучше. Они начали хорошо спать, улучшились волосы, перестали выпадать, улучшилось состояние кожи, реже стали простужаться и болеть заболеваниями респираторными. Да, это есть. И это называется эффект плацебо. И это очень хорошо. И напоследок я вам скажу. Витамин D – это большой маркетинговый проект фармкомпании. Большой, огромный. Он не имеет того значения, этот витамин, которое ему приписывают многие врачи и блогеры, далекие от медицины и недалекие от нее. Поэтому всем подряд сдавать анализ на этот витамин не нужно. И повышать его выше 20 не нужно тоже. Нужно хорошо и сбалансированно питаться и иметь физическую нагрузку. Включайте свой здравый смысл. И учитесь слушать прежде всего себя, не меня и не дядю с тетей из телевизора, а себя. Спасибо, что посмотрели до конца это интересное видео. Подпишитесь на канал, мне будет очень приятно, и вы будете получать полезную и важную и проверенную для вас информацию. А я желаю вам счастья, будьте здоровы и до новых встреч. Всегда ваш доктор Павел Сапега.